Занятие пятое. Механизмы решений, продолжение по информационному блоку. То есть фактически, как нам думать и как тренировать мышцы своего ума, да, чтобы наши мысли шли в нужную сторону. Да, то есть, предположим, ну, там, человек вырос, закончил институт, у всех примерно, плюс-минус, ну, примерно, одинаковое время жизни, да, примерно. Дальше уже в зависимости от действий, от решения, которое принимает человек, от действий, которые он совершает, это время, оно или сокращается, или удлиняется. Ну, самое простое, вредные привычки, там, курение, да, предположим, минус там лет 15-20, да, соответственно, спорт, да, правильный здоровый образ жизни, плюс там 15-20 в среднем. Да, понятно, что везде есть еще разные другие обстоятельства. То есть решение и действия, да, то есть мы реализуем свои решения, действия, они фактически определяют и нашу судьбу, и кем мы являемся. Да, поэтому мы с вами говорили, многие жалуются там на здоровье, на память и на всякое разное, но мало кто или никто не жалуется на слабый ум. А причина всегда находится там. Да, то есть каким образом человек принимает решение. Да, вот есть какое-то время, там, неважно, 15-20 лет, и вот это время человек может использовать совершенно по-разному. Один решает задачу, да, у него вот процесс идет постоянно, как двигаться вверх, да, как достигать своих целей. Он решает вот эту задачу. Второй человек, ну, он тоже занят, он тоже думает, но это колея и суета, да. Убрать нужно? Нужно. Поесть, приготовить нужно? Нужно. Там отдохнуть, полежать, телевизор посмотреть. Все нужно, но он постоянно занят, но это будет колея. Колея, да. То есть вроде постоянно занят, качественных изменений нет и быть не может. Нет оснований для качественных изменений. Ну, в принципе, нет. Да? Третий человек решает задачу, как катиться вниз, жить с вредными привычками, да? Как их там постоянно удовлетворять, их растущие потребности этих вредных привычек. Поэтому что нам нужно понять, что одно ведет человека в пропасть, другое, ну, это белка в колесе, да, хотя занят прилично. Ведь человек, который выходит на какой-то более высокий уровень самореализации, он может себе позволить там на отдых, на путешествие, ну, как бы на определенном этапе, в принципе, можно не работать, да, можно не работать, если человек эту задачу решил. Но чтобы прийти к какой-то цели, ведь человек там определяет цель, и дальше там пошли множество подробностей. Да, это там тысячи, там десятки тысяч задач, которые нужно решить, чтобы добраться до какой-то вершины. Да. И что необходимо? Чтобы человек, если он идет, да, каким-то достижением, чтобы он вошел в этот процесс, именно подниматься вверх. Да, вот что нам нужно ключевое понять, принять решение и войти в процесс, что я постоянно думаю для того, чтобы подниматься вверх. Да, то есть привычка ставить перед собой задачи и решать соответствующие задачи. И если вот эта привычка, она там слабенькая, недоразвитая, в нее не вкладывается время, усилия, или вкладывается минимум, там нужно перелопатить 100 тонн, а человек с совочком, да, с такими темпами, что за год одно ведерко насобирает, да, не успеет он физически к чему-то прийти. Да, то есть должна быть приличная скорость для движения по тому или иному маршруту. То есть, собственно, вот эти вопросы нам нужно сегодня рассмотреть, ну и немного подробнее. Первое, да, вот, какое должно быть отношение к целям, к работе с целями. Как человек приходит к успеху? Да, у него первая должна быть цель. Если цели нет, то человек безответственный, он ждет, он оправдывается, да, он ответственность не берет. Если человек ответственный, никто за меня не станет, не сделает меня умнее, сильнее, бесстрашнее, эффективнее,
он понимает, никто за тебя это не сделает. Да? Я должен стать способным. А стал способным, иду, делаю, получаю результат. Есть там какая-то цель, ну неважно, там, чувство или там миллионером стать, неважно какая, себя реализовать в какой-то сфере. Да? Вот эта вот большая цель, она складывается из множества задач. И решение каждой отдельной задачи, да, каждый конкретный результат– это маленький кирпич в большом здании. И вот человек, когда он запускает процесс движения к цели, действие, результат, кирпич, действие, результат, кирпич, действие, результат, и пошли строиться фундамент, стены, и человек вот шаг за шагом вот это вот строит. Да, это не может вдруг, там, где нужно решить там, 10 тысяч задач, освоить массу навыков, да, там миллионер осваивает там 30-40 профессий, да, они все ему нужны. Да. Это не может быть вдруг с какого-то там, с перепугу, да. Это кирпичик за кирпичик человек строит. Здание, да, построил, вот цель достигнута. Да, а это все складывается из отдельно взятых результатов. Каждый отдельно взятый результат, он еще складывается. Не с первой же попытки все получается. Да, это попытка, вернее, действие – это попытка. Раз, два, пять, 10, есть множество причин, почему не получается. Сам не готов, не знаешь как, или готов, карма не пускает, да, есть другие обстоятельства, которые нужно закрывать. Да, но пока результат не получен, да, человек совершает попытки, извлекает уроки, учится. Вот каждый конкретный маленький результат– это результат действий. Сколько действий? Ну, у каждого свое число действий. Сколько нужно для того, чтобы этот результат был получен. Какие ключевые программы нужно, чтобы в нашем сознании заработали? Частично они то всем известны, да, но нужно, чтобы они заработали все сильнее и сильнее. Ну, первое– это само отношение к целям. Цели– это что? Да, много раз проходили, но если цели, работа с целями не стала нормой жизни, значит, мы то проходили. Вопрос, насколько прошли там. Да? То есть у каждого свое прохождение этой темы, но, по крайней мере, как достигается успех? Определи, что ты хочешь, и дальше ты идешь. Пока цель не поставлена, ты не идешь. Это смысл жизни. Вот один понимает, ради чего живет. Жизнь была осознанно наполнена энергией, да, вот, смыслом. Цель. Если цель, понятно, чему я посвящаю свое время, да? Ради чего все это. Да, нужно там, пришел в магазин, купить, там, сдачу посчитать, нужно. Да, какие-то действия, там, убрать или еще что-то. Все это нужно. Но ведет ли это человека к вершине? Нет, не ведет. Это обслуживает какой-то процесс. А чтобы идти к вершине, да, нужно ставить постоянно новые задачи. Но сначала сама цель. Это первое для успеха. Это для того, чтобы жизнь была наполнена смыслом, осознанно. Это то, что включает энергию. Я понимаю, ради чего живу, включается стремление. Да, я готов действовать. Это одна из основ жизненной энергии. Это включение интеллекта, разума в работу, сил сознания в работу. Они задействованы для решения новых задач. Это энергия для борьбы и основа для самой борьбы. Да, потому что достижение что-то нужно изменить. Вот для этого нужны цели. Да. Что такое цели? Первое– это результат, который я хочу получить. Раз. Это путь, по которому человек хочет пройти. То есть как ты проживешь свою жизнь. Да? То ли там путь ученого, или там рекетера. Да, вот. Как ты проживешь свою жизнь. Поэтому расчет. Да? Поэтому вот отношение к цели– это то, что зажигает энергию и ведет человека. Если он, конечно, идет. Да? А без этого можно скучать. Да? Или довольствоваться, нравится, не нравится, там что-то интересно, неинтересно. Да? Но это вспышечки. А нужно, чтобы вот человек был счастлив, чтобы в нем росла сила, энергия, у него постоянно должен гореть огонь. Вот цель– это то, что дает постоянно растущий огонь, если человек правильно решил эту задачу.